Смотрите, куда я попал. Смотрите, армяне кругом одни. Слышь, я как этот. Да, шумка хорошая, да? Вообще ничего не слышно. Я надеюсь, нас не забанят за авторские права. Я не слышал еще такой ремикс. Так, ну вот она бэха, которую все давно ждали. Сейчас мы ее настроим и будет обзор. Даже заглянем немножко пока внутрь. Но отложим. А посмотрим. Идем, Тигран, покажи, что у тебя стоит там под навесом. Первый раз Тигран под навес загнал проект. Это Honda Goldwing. Новая. Была 3 года назад. На ней ездил очень пендитный человек и продал такому же пендитному человеку. Да, она фактически новая. Если кто-то разбирается в байках, то я вам скажу, что это Bagger F6B, чтобы это не означало. Мне просто подсказали. Вот такой вот супер аппарат. Но мы еще не знаем, будем ли мы его делать. У нас пока примерки, мы пока думаем. И на данный момент у нас есть динамики Fatal Pro. Ничего умнее мы не придумали. И очень круто будет, если мы сможем их разместить. У нас получается средний частотник. Штатное место. И вот такие вот миды очень крутые. Тоже Fatal Pro. Твиттеры попробуем разместить 407N, сердцевину. Вот от нее морда родная. Если получится, да, вот как-то так. Вот, и соответственно здесь 2 кармана находятся. В общем, сейчас пока решаем, примеряем, проект в стадии обсуждения. И возможно, байкеры вздрачнут. В кофрах внутри мы постараемся расположить 2 съемных сабвуфера. Вот хуже нету так говорить на самом деле. Когда ты говоришь, потом ни хера не получается. Но мы пока обсуждаем, решаем. Если все будет нормально, то этот мотоцикл, за него мы возьмемся. Это что-то типа, вот если на автомобиле перепрофилировать, это что-то типа S-класса в мотоциклах, да? По мотоциклетным классам это круизер или крузер, не знаю как правильно. Это такая вот штука, которую я лично хотел бы, но никогда не куплю, потому что ну его нахуй. Забегая вперед, небольшой обзор мотоцикла, чем он от автомобиля отличается. Байкеры, несмотря на то, что они такие суровые пацаны, у них все в 2 раза меньше. Вот генераторчик и аккумуляторчик. Мотор тут 6-цилиндровый, V-образный, 1,8 литра. Больше, чем у вас в приорах некоторых. Тигран, но ты отлично смотришься на фоне приоры. Это новая приора. Не новый проект. Ну, вернее, и новый проект, и новая приора. Она новая. Вот в ней все идеально. В машине идеально все. Закрываются двери, все. Но вот скажите, наверняка кто-нибудь с АвтоВАЗа нас смотрит. Наверняка, да, там пацаны работают, да? Ну что вот это вот кто такое? У вас отвечает за дизайн? Вот почему эта херня появилась? Ну на Весте, ладно, понятно. Ну почему? Вот как? То есть вы смотрите на дизайн автомобиля, да? И такие, а давайте захерачим на пол багажника вот такие вот размером с палец буквы громадные «Лада», а то вдруг не видно. Еще вот на всю длину машины. А то вдруг не видно, кто этот автомобиль изготавливал. Вот скажите. Короче, если вот кто-нибудь с АвтоВАЗа нас смотрит, огромная просьба. Я читаю все комментарии, честно. Пожалуйста, напишите, кто и по какой причине. Саня, смотри. Слышь, ну ладно, да. Нет, а то вдруг, да, вот кто-то смотрит на эту машину и думает, едет, вдруг это не Лада, да? Едет пара, муж с женой такие. Дорогой, а что это за вот автомобиль с таким божественным дизайном? Он такой, я не знаю, давай подъедем поближе. Подъезжает, а, это Лада. Это надпись для слепых. Что-то мы запи***лись про Ладу. Тигран, рассказывай про BMW. Начнем заново. Начнем с того, что... Заново и спереди. Может, уберем ноутбук вот отсюда и провод отсоединим как-то некрасиво. Давай с-под капота и дальше поехали. Там ничего нету, да? Нет. Ну давай все равно с-под капота. Мы с-под капота начинаем. Самое главное это питание. Под капотом этого автомобиля находится 2-литровый дизельный турбомотор мощностью 190 лошадиных сил. Все.
Больше там нечего смотреть. Потому что аккумулятор в этом автомобиле находится в багажнике. Под капотом у нас нет ничего, только прикурить если. В дверях лично Тиграном Сделанные подиумы. у нас получились вот такие подиумы. Перетянул их Дима, которого вы видели на Peugeot, как в фильме «Такси». По-моему, вот это же так Peugeot и есть, да? Он купил? Перетянута обшивка полностью, кроме подлокотника и вот этой штуки, которую я не знал никогда, как называется, накладки. Два слоя. Да. Но она из этого вот мягкая получилась, как заводская, прикольно. Сетки спорные, согласен. Спорные, да. Очень спорные, но в принципе так брутально выглядит. Ну и не было заявки на то, чтобы делать все под заводской вид. Была заявка на качественное и громкое звучание. Здесь у нас установлены пищалки 407N на неодимовом магните. То есть мы ее разобрали, сердцевину вставили сюда. Это у нас NM6 и Kings Audio. Забыли. Как Kings Audio. Попытка номер 2, да. TSR-8 Neo у нас горели по странной причине. Какие-то они не отцентрованные. Штатные динамики во всех местах у нас остались. Все Нетронутые. работают, кроме передних дверей. Они Передние отключены. двери я решил отключить. Вы извините, если я что-то повторять буду. Мы этот обзор уже какой третий день снимаем. Там у нас то длины сгорели, то надо другой обзор снять. За сегодня я снимаю третий обзор. Сегодня снимал DB Drag, GTR. GTR будет интереснейший обзор. Я сегодня первый раз в жизни ездил 300. Почти. Ты и на Лансере также ехал. Мы не разгонялись больше 240. 240. Мы ездили 90 вообще. У нас спидометр. Да, причем намного. Да. Нет, Сделал. реально 279, то, что я видел. Но я там не всегда на спидометр смотрел. Я иногда смотрел на небо и... Короче, дальше. Вторым Сергеем, у меня их два Сергея. Вторым Сергеем была сделана полностью шумовиброизоляция. То есть двери закрываются как в танке, как в иномарке, можно сказать. Полностью вся проклеена. Как на марке двери закрываются. Вот, лючок у нас болезнь с лючком. Он открывается вообще даже до маленького касания. Владельцу BMW повезло. Я тоже владелец BMW. Я мог бы дать ему совет, но ему не повезло. Нету тут совета. Тут ничего не сделаешь. Посмотрите почему. Крышка всегда находится в открытом состоянии, на самом деле, у бумера. Ее открывает просто вот эта кнопка. Она на самом деле имеет два положения. Либо как подпор, чтобы крышка была закрыта не до конца, либо она спрятана. И крышка на нее просто ложится. Запирается она вот этим штырьком, который здесь просто выходит, когда закрываем машину, и вставляется сюда. А машина в открытом положении имеет всегда открытый лючок, поэтому он от баса будет всегда биться. Здесь можно было бы придумать что-то, неодимовые магниты и прочее, но я решил эту проблему одним из самых популярных способов, одним из самых моих любимых. Я забил. Хотел грамотно сказать, но... И самое тяжелое в этой ситуации, меня не парит крышка, она открытая, вообще ничего там такого нет. Но в день по 5 человек подъезжает, просят открыть окно и вежливо сообщают, что у вас крышка бензобака открыта. А, кстати, еще прикольная особенность, что когда она вот открыта, ее можно просто уронить, и она тогда закрывается. Неприятный момент, я так привык к электрической крышке. На самом деле это минус в моей машине, и в этой был бы тоже, потому что ее раздалбывает басом, но здесь механика. В багажнике у нас установлено два Sundown Audio SA12, и над ними Тигран вам сейчас расскажет, что они сделали. Установили ого 2500 на 2 Sundown Audio. Дальше на середине мидбасы установили AE150.4 и на твиттеры LX 2.80. Это у нас ACV. Все в стиле справа вы можете видеть Audition Bit10, наш любимый и нелюбимый процессор одновременно. К сожалению, бывают с ними косяки, но, к счастью, по гарантии, за исключением последнего случая, мозг никто не трахает, их меняют. Несмотря на то, что здесь установлена куча музыки, у нас остался багажник, очень много места в багажнике осталось. Это благодаря не только нам, а компании BMW. Здесь такая шикарная вещь есть, как у всех нормальных людей. Там запаска, а у BMW тут вот, знаете что, тряпочку положить. Ну или вот, я не знаю, провод. И сюда канистру надо ставить. И, собственно, головное устройство осталось штатное. И должен заметить, что оно стало лучше.
в этих кузовах, ну вот, я не знаю, и в этом поколении, более живая графика и звук, в принципе, мне очень нравится. Хороший звук получился. Я подумал, наводка уже зашипела что-то. Это кондер так включается. Надо ли говорить о том, что здесь очень крутой дизайн, отличная шумоизоляция, теперь она еще лучше. Буги наводок к нам сегодня были благосклонны. Это после Аутлендера. Там на нас все несчастья обрушились. А здесь у нас вообще просто собрали, запустили, тишина, ни писка, ни треска. Бывает, GSM сигнал пробивается, если iPhone через AUX подключен, ну вот эта наводка, но и то она еле-еле слышна и очень редко. Вот тишина у нас в автомобиле полная и благодать. И музычка играет просто божественно. У нас получилось какое-то такое SQ с возможностью сделать погромче. То, чего SQ-шники лишены. Играет система, я могу сказать, не хуже любой SQ-шной среднего уровня. Ну, топовый уровень, это я говорю уже о лампах и же с ними. Вот, средний уровень это аудиосистемы за 100-150 тысяч, ну, обычные скучные. Я уверен, на этой системе можно и на соревнованиях выступить, если достойно подготовиться и получше поднастроить именно под соревновательные треки. Если кто-то не знает, то, что вы слушаете в машине, качество и то, что требуется на соревнованиях по качественному звучанию, это немножко разные вещи. На соревнования нужно по-другому перестраивать систему. Здесь звучит просто шикарно. Я, к сожалению, не могу в этом обзоре вам показать. Но выложу на второй канал пару треков. Мы сейчас послушаем внутри машины. Они, скорее всего, будут забанены на мобильных устройствах. Кто захочет посмотреть, тот посмотрит. В основном обзоре у нас не будет особо музыки. Вот я в последнее время прослушки выкладываю на второй канал. Понять полностью вы не сможете, конечно, как играет эта аудиосистема. Но услышать, естественно, это нужно слушать ушами и здесь. Но какое-то представление вы получить сможете, а остальное вот додумайте сами. Если у вас богатая фантазия, вы примерно себе представите, как играет. Грант, что ты в майке Кикс? Тебе Кикс заплатил бабла, честно признаюсь? Мне, с Виталиком. А когда ты с Виталиком последний раз встречался, а? Месяц назад. Что ты пишешь? Ну и что, тебя завербовали, что ли? Нет. А мне Альфард майку не дают. Подошел сегодня на сцену, мне говорю, дайте мне майку, пожалуйста. Все вопросы к Саше Винниковой. Я говорю, хорошо, спасибо. Саше Винникову такие вопросы не... А, подожди, можно задавать. А почему я должен бесплатно майки Альфард раздавать? Откуда у тебя майка Кикс? Ты мне дал. Я тебе не давал майку В Кикс. магазине взял. А, у нас в магазине? Да. Упс. Покупайте майки Кикс, лучшие майки для того, чтобы делать всякую грязную работу. Ну Давайте, вот она, короче. Так, ну и Бэху саму посмотрим. Мне лично интересно посмотреть, чем отличается от моей. Это рестайлинг и чуть-чуть другая комплектация. Комплектация совсем чуть-чуть попроще. Здесь крышка багажника не автоматическая, а механическая. И, по-моему, это эко-кожа, да? Это не кожа. Вот. А так, в принципе, тут все лучше. Приборка мы видим, она называется расширенная. Видите, пока ее не включили, никаких цифр здесь не видно. И плюс здесь снизу больше экран. У меня такой маленький электронный, а тут пошире. Вот посмотрите, здесь весь низ, он ЖК, или я не знаю, как это назвать, не очень качественно, если присмотреться. Тут пиксели видно, но гораздо красивее уже, чем моя приборка. Интереснее здесь мультимедийная система, чуть-чуть живее работает, графика красивее. Экранчик меньше, чем на моем китайском, а родной я не помню, по-моему, такой же был. Изменения минимальные, в принципе. И сейчас мы на ней прокатимся. Она у нас дизельная. Если честно, боюсь понять, что моя, вот моя, кстати. Боюсь узнать, что моя ушатанная. Вот, потому что эта машина посвежее. Если мне здесь сейчас будет что-то нравиться больше, чем в моей, я буду потом в своей понимать, что моя уже поуставший. Ну, вот так вот. Да, тут всегда на встречке, вы в наших обзорах уже можете заметить, что здесь всегда люди выезжают на встречку. Скорее покажи, какой у меня бампер новый, крутой. Ну что, нормально, ля, она со стороны смотрится. Да. Я ее со стороны-то не вижу, так езжу всегда. Слушай, она, по-моему, мягче, чем твоя. Вот я сразу могу констатировать, что у нее ускорение вот с низов сразу подрыв идет такой гораздо серьезнее, чем на моем бензиновом атмосфернике 2,5 литра. Ну,
Да, она веселее, но мою машину вообще сравнивать можно практически с любой. Она у меня вообще не быстрая. Она хороша на трассе. Потому что едешь 200, спокойно, комфортная скорость. Но набрать эти 200 не так просто. Здесь по подвеске, слава богу, все точно так же. Значит, у меня не ушатанный бумер уже. Еще, вернее. Да, мы едем сбрасывать ошибки к человеку, у которого есть компьютер, для того, чтобы сбрасывать ошибки, потому что у нас здесь, вот покажи на экране, но здесь очень много всего после установки музыки. А, смотри, половина исчезла уже сама. Ну, подушки надо сбросить, по сути, и все. Все остальное исчезло. У нас был недозаряд аккумулятора, он показал ошибку, видно, стояла машина долго. Тачка офигенная. Не, ну все же вот чувствуется. Машина свежее, это чувствуется. Может, мне как бы просто потому, что это другая машина, так кажется. Но вот все, и руль, состояние получше. Мне руль надо красить сейчас или менять. У меня он уже сильно подушатался. Шумка также отличная. Вот мы сидим с улицы, звуков практически никаких не слышно. Но... О, смотри, тут есть этот старт-стоп. Она заглохла. Система, да. И заглох на автомате. Экономика. Да, покажи вот эти кнопки. У меня их нет, они вот как раз с 2012 года, по-моему, уже пошли выбор режима езды, спорт, комфорт. И, по-моему, тут Эко Про должно еще быть. Покажи сейчас экранчик. Вот если мы вверх поставим, загорается спорт, вниз комфорт, и еще раз вниз, да, есть Эко Про. Это вот интересная система, которая экономит топливо. В общем, это режим работы мозгов. Плюс у нас еще вот, если ручку переключения передач перевести влево, у нас коробка переходит в режим спорт. Всегда старается держать пониженные передачи, высокие обороты. Вот, и... Ну, вот опять заглохло. Я знаю, зачем она глохнет. Я понял, почему. Не только чтобы экономить. На самом деле она шумнее гораздо бензиновой. Я это уже заметил. Дизель работает. Просто даже на холостых я мотор слышу. А в бензиновой я этого не слышу. Это не из-за шумки. Тут слышно сам мотор тарахтит погромче. Но это и дизель. Для дизеля это нормально. Прибор какое-то смешанное чувство. Не знаю. С одной стороны вроде бы лучше. С другой стороны, как-то вот эти вот стрелочки немножко вот дешево выглядят, подсвеченные. Ну, может, это чисто личное мое мнение, так кажется. Вот, если мы включим, ничего не переключается. Она, по идее, ночью должна гореть красным. Я не знаю, как она по датчику света это определяет или в настройках. Ну, я знаю, что у него вроде два типа подсветки. А ну-ка, сейчас мы посмотрим здесь. Может быть, здесь это выбирается. А, подсветка классик и модерн. Но это, скорее всего... Вот эти вот штуки выбираются. Вот здесь у нас под вот этими планками проходят внутреннее освещение. Да, это классик. Модерн это, наверное, белым светится, а классик это красным. У меня вот красным светится, и выбора нет. Вот таких вот всяких фишек добавили уже в рестайлинг. Да, вот такой вот гул еще стоит от мотора. Ну, его почти не слышно. Это, конечно, придираюсь после бензина. Так, вот 50 сейчас едем. И вот она как-то сразу тянет, так как трактор. 100. 120. Ну, ничего необычного, ну, веселее. Это тормоза, кстати. Владельцу нужно проверить тормоза. Я с такой же штукой столкнулся. Я, в принципе, сейчас попробовал 3 тормозные системы. Штатную, которую надо было бы уже скоро менять. Я ее заменил на вентилируемые Zimmermann, которые оказались полным говном. И на них вообще нельзя ездить ни в коем случае. Ну и только если вы просто спокойно по городу там 60-90 не передвигаетесь на трассу и быстро. Ну по назначению автомобиль этот использовать нельзя. Это не BMW на этих Zimmermann'ах. Как, впрочем, и на штатке. Сейчас я поставил штатку обратно. И я не скажу, что я там доволен тормозами. Я на них вытормаживаешься, они перегреваются. Вот несколько торможений делаешь, но то, что штатка заметно лучше, чем вот эти Zimmermann, ни в коем случае не ставьте их. В целом, вот просто едешь в этой машине, вот про пятерку, что можно сказать? Вот ничего больше от жизни не надо. Ну, есть машины более люксовые, с лучшей комплектацией. Но вот это вот самая золотая середина автомобиля, на котором можно повседневно передвигаться. Если вы не хотите там супер быстрый автомобиль, супер люксовый автомобиль, там супер понтовый автомобиль, вот это самая золотая середина. Ни выше, ни ниже,
ниже, ни больше, ни меньше автомобиль вот как бы уже не надо. Вот тут реально пятак, мне кажется, это именно та золотая середина автомобиля повседневного городского, ну и трассы тоже. Трассу она очень любит и ехать в ней одно удовольствие. Конечно, если вы возьмете тройку, ну там C-класс, будет лучше управляемость, динамика, да, там даже в таких же комплектациях. Если вы возьмете семерку, у вас будет, вам будет удобнее и вы будете попадать больше на бабки. Но я думаю, что вот пятачок это самое то. У нас эпопея еще с центральными с передними стойками получилась. А я покупал себе запчасти, заодно вот человек попросил меня ему тоже заказать. Заказали по ВИН-коду эти стойки. Они у него были спохаблены предыдущей аудиосистемой. Вот они по ВИН-коду были заказаны и пришли другого цвета. Сейчас их перезаказываем. Их причем вначале вообще менять отказались. Я не понял, как это бывает так. Ну, видимо, бывает. Не, ну вот это больше на Бэху похоже. Только нажимаешь газ, и вот она сразу полетела. Это интереснее гораздо. И вот от езды на таком автомобиле можно гораздо больше удовольствия получить, чем 2,5 литра атмосферник на 20-х дисках и с музыкой. Вот я, конечно, лишен этой динамики. А что мы не послушаем музыку? Может, послушаем музыку? Мы же саундбуферы поставили. Да, приятно, да? Этот? Вон СТО написано. Слушайте, Гран, она быстрее, вообще сильно быстрее. Приехали к Кашоту. Заметьте, какое нововведение. Есть индикатор уровня громкости. Это просто офигительно. Заметьте, одни дрова стоят самые. Видите, вот то, что ломается больше всего. Кайен, Range Rover. Кайен, Range Rover и BMW. Нет, есть еще и Audi, но это Ашота. Ну да, вот то, что вот самое ломучее, это тут и стоит. Пожалуйста. Porsche, BMW, Mercedes, Range Rover. Да, и, кстати, по поводу кнопки старт-стоп. Я бы рекомендовал ездить с этой штукой, потому что машина глохнет, и у нас, соответственно, генератор не работает. Ну, если валит музыка, то на светофорах можно очень сильно встревать. Приятная, да, тачка, Тигран? Да, вообще кайф. Смотрите еще какой прикол. Стабильность — признак мастерства. И ничего не сделаешь. Смотрите, что стоит. Это что, 6.5 битурбо? Это 6.5 или 6.3? 6.5 битурбо 221. Починишь, Тигран, такой? Умеешь чинить? Гля, тут смотри, квартира. Да? Ну какой квартире? Ашот починит. Слышь, я бы вот, ну вот реально человек герой. Вот посмотрите, вот да, машины какие стоят. Это такой геморрой жесткий. Это вот просто такая приезжает, если у тебя автосервис. Вот приезжают на такой, говоришь, не-не-не, я за такую не возьмусь. За такую тоже не стоит. И вот. И все это, ну, это не на замену лампочек машины приехали. Тут посмотрите, что происходит. Представляете, в Кайене разобрать мотор. Это что, V6 или V8? Это V8. Задиры? С Кайена? Ну вот эти, про которые все говорят, да, у них одна и та же болезнь. Не, а это все знают. Кайен многолитровый брать нельзя. Ну как, можно, но
Запишите телефон Ашота, если будете покупать. Ну вот Ашота, смотрите. Битурбо. Сколько тут она? 4 литра? 4 литра, да. Битурбо. Вот Воссены. Кто говорил, Воссен лучше или сток BMW? Можете сравнить отсюда прям. Извините, у вас лючок бензобака открыт. Спасибо. Хоть я кому-то это скажу, наконец-таки. Хозяина очень сильно реально этим открытым лючком, я по себе знаю. Меня в день раз по 5 догоняют и говорят, что у меня открыт лючок бензобака, не знаю почему. Что плохого в том, что он открыт? Ударить его что-то можно или что? Или бензин украдут. Номер гремит, надо проклеить будет. Говорит, лючок у вас открыт. Ну что, такая бэха получилась, все довольны, сейчас ждем хозяина, надеюсь очень, что он тоже будет доволен. Вот это самое главное в нашей работе. Я когда магазин организовал автозвука, вообще этот бизнес весь начал, у меня основная идея была, она до сих пор и есть, что вот отличает Loud Sound от других, ну от многих магазинов и ателье. У нас конечная цель это не продажа чего-то и не завершение работы. Конечная цель у нас это когда человек слушает музыку и он доволен. Вот когда мы этого добиваемся, тогда наша работа считается выполненной. Конечно, это вот в автозвуке это самое сложное, и это получается не всегда и не у всех. Но вот многие продавцы автозвука, которых я смело могу назвать барыгами, вот это именно барыги, на моменте, когда они продали усилитель, и вы вышли за пределы их магазина или ларька, или кибитки там на рынке, все. Это то, ради чего они просыпаются, идут на рынок, в кибитку или ларек, или в магазин. Это их цель, продать и получить деньги. Вот у меня цель, чтобы вот когда я вижу человека довольного, слушающего музыку, и вот он не имеет претензий, он нам благодарен, вот тогда я за этим просыпаюсь. Тигран, ну, да. наверное, за этим же. Да. Или пиво попить с раками. Так, кошек чуть не забыли, вот кошки, вот Тигран, вот кошки.